Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я сделаю расклад на тему «Есть ли на вас негатив?». И будет два расклада на Ленорман и на Таро. Выбирайте любую колоду, всегда говорю, и на моих видео вы можете смотреть оба расклада. Так, полностью. Итак, есть ли на вас негатив, что нам ответят карты? Есть негатив, это касается каких-то лиц в вашем окружении. Также негатив может быть связан с тем, что у вас качели какие-то, или вы не можете принять какое-то решение. Здесь карты говорят о том, что это связано, может быть, и с любовью, и с деньгами. Да? То есть может и так, с каким-то королем Бубновым может также это быть связано. Но негатив есть. Другие люди здесь. И причем негатив, вот сейчас мне такой момент пришел, негатив может быть связан с тем, что вы попадаете в отношения, где есть манипуляции, есть обманы или хитрости, есть двое, да, вот такой вот момент. И вы попадаете в такой вот негатив по кругу. В негатив мы выпадаем и ходим из него, по кругу по нему, пока не выйдем из него. Да? И этот расклад, я попрошу карт дать подсказку, как выйти из этого негатива. Ну что ж, давайте посмотрим, порону этот негатив или как. Вообще этот негатив идет из корней, из рода, да? Здесь карты вот такие вот выходят. О том, что кто-то где-то в прошлом тоже надевал такие маски, лихого такого наездника. Вот я такой человек, у меня все тут будет в личной жизни прекрасно, все меня любят, да, и все такое. Но здесь карты показывают, что все время какие-то неприятности, окончания, потери, вот все идет из негатива, из вашего рода. Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы это изменить. Спросим у карт сейчас, в настоящем. Да, вот опять, видите, выходит карта кармических уроков для вас. Да? Что можно изменить? Здесь можно изменить то, что вы не должны воспринимать вот эти какие-то кармические отношения. Вот отношения вы воспринимаете где-то тяжело. Надо воспринимать их попроще. Если вам постоянно вот эти кармические отношения попадают, когда вы постоянно на одни и те же грабли наступаете, да, вам нужно не думать об этом, не думать, что следующие отношения будут опять такими же. Вам нужно, видите, вы отвернулись от кармических отношений. Вы отвернулись от отношений, некоторые в браке, да, отвернулись. А некоторые отвернулись от серьезных отношений. Вам нужно все-таки посмотреть на ваше прошлое. Посмотреть на ваше прошлое. Куда вы смотрите? Давайте посмотрим. Может быть, вы где-то в прошлом резко что-то отрубали в вашей жизни. Вот обратите внимание на это. Так, давайте посмотрим, что вам может помочь в решении этого вопроса. Здесь может помочь прояснение ситуации, запутанной какой-то, касающейся любви, да. То есть вам нужно выбраться из лабиринта. Хотите в этом лабиринте, будете сидеть. Вы, если сами не захотите сидеть в этом лабиринте, вы просто в него не пойдете, скажете «до свидания» и идете совершенно в другую сторону. Вот вам такой совет. Давайте посмотрим,
Справитесь ли вы с этим негативом в итоге? Ой, какая карта замечательная. Ой, какие замечательные карты. Смотрите, я надеюсь, вам видно эти замечательные карты. Они говорят о том, что, конечно, вы справитесь с этим негативом. Вас в будущем ждет преданный человек, собака, да, вот такой будет мужчина, как собачка, с которым у вас будут наведены мосты благодаря какой-то встрече, может быть, внезапной. Или, может быть, если вот здесь какой-то друг хитрил, обманывал вас, если это не касается личных отношений, то будут налажены и наведены мосты с этим человеком. Так, ну что ж, давайте посмотрим дальше. Какой совет вам дадут карты? Еще. Не обвинять себя, убрать какие-то горы, преграды в своей жизни, блоки убрать, если у вас есть эти блоки. Так, с какими-то людьми убрать. Не винить себя, не обвинять других. Так, давайте посмотрим, другие люди в вашей жизни доставляют вам. Ой, здесь какие карты вышли. В других людях у вас вышла карта письма и мужчины. Мужчина на ночном уровне вам пишет какое-то письмо. Он о вас мечтает, он где-то наедине с собой пишет вам письма. Так, ну и давайте посмотрим, на что вам можно надеяться. Ой, на исполнение желаний, может быть, это будет связано с финансами, или, может быть, это будет связано с информацией, которая придет к вам по интернету. То есть вас, может быть, вы, может быть, познакомитесь как раз вот с человеком таким хорошим именно по интернету или из дальних горизонтов. На это можете надеяться. И давайте посмотрим итог. Карты показывают на то, что у вас обязательно будет любовь, обязательно вы будете чувствовать себя любимой женщиной, потому что это любовь именно дамы пик, да, по этим картам. То есть вы станете такой женщиной, которая много испытала в своей жизни, и красивая, и достигла каких-то крепких отношений и любви. У вас будут постоянные отношения. Ну, так что вы этот негатив однозначно из своей жизни уберете. Даже вот этот расклад, который мы сейчас смотрели, он вам дал подсказки, он глаза открыл на негатив, и вы теперь сможете спокойно от него избавиться. Ну, как бы своим сознанием, да, высшим. Так, ну давайте дальше посмотрим. И следующий расклад я буду делать на картах, на колоде Таро. И здесь вышла какая-то королева жезлов, обратите внимание. Может быть, какая-то женщина. Я, правда, вопрос не задавала, но каким-то образом на вас влияет. Это может быть мать, это может быть женщина по работе, ну, любая другая родственница. Я буду делать напрямую, и это в прямом и перевернутом виде этот расклад. И я задаю вопрос, есть ли на вас негатив, и мы посмотрим, давайте, есть или нет. Здесь особого негатива, конечно, на вас нет, но неблагоприятные ситуации, касающиеся семейных отношений, у вас в жизни есть. Это может быть связано с каким-то королем чаш, который сейчас находится несколько не в хорошей ситуации, потому что он сам перевернут. Это говорит о его проблемах каких-то в его жизни, в семье. И также это может говорить об ограничениях, которые сейчас в его жизни присутствуют. Но первая карта, она, конечно, очень хорошая, но это семья, конечно же.
Ну, давайте дальше посмотрим. И посмотрим, что у вас по роду. Какие здесь карты нам что покажут. Эмоциональный человек вы, скорее всего, да. Ваши эмоции мешают вам действовать и отталкивают от вас удачу. Вот мне карта вот так говорит. То есть вы не можете контролировать свое состояние. Не можете контролировать состояние в любви, не можете контролировать свое состояние в другой сфере жизни, и тем самым вы терпите неудачи, когда эмоции вываливаются из вас через край, да, вы не можете иногда с этим совладать, как говорится. От этого вы не можете контролировать себя и не можете достичь какого-то успеха. Вот обратите внимание, что это идет из вашего рода. Возможно, вы встречаете таких же королей, да, король чаш перевернутый, который не может совладать со своими эмоциями где-то. Или где-то и тоже терпит неудачу, да. То есть вот обратите внимание на это. Что можно сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Вот и вы тут королева чаш собственной персоной, да, которая тоже не знает, что делать. И как бы, может быть, долгое время была одна, но сейчас уже не хочет одной быть. А одна, может быть, была из-за вот этой ситуации с королем чаш, которая здесь присутствует. Но вы не видите, куда вам идти. Вы смотрите в прошлое, вы не смотрите в свое будущее, вы сейчас с закрытыми глазами. Не знаете, куда идти. Не видите этот путь. А путь этот светлый у вас есть. Вы просто его не видите. Может быть, не хотите просто видеть в данный момент. Так. Что вам поможет? Что вам поможет? Что карты скажут? Умеренность, видите? Умеренность вам поможет, когда вы должны контролировать свои чувства и эмоции. В отношении с родственниками, возможно, да, может быть, вам немножко взять такую более легкую, простую позицию, не быть слишком серьезным, может быть, просто, да. Но здесь контроль над эмоциями вам все-таки показан. Показан для того, чтобы была гармония. Вот. А вы, по большому счету, ведете себя где-то по-детски, выплескивая эти эмоции. И вот таким вот образом. Давайте я посмотрю, справитесь ли вы с этим. Ну, в ближайшее время, конечно, будут у вас еще такие моменты. Вы, может быть, не справитесь еще с этим. Это просто потому, что какие-то дела у вас продвигаются слишком медленно. Это может быть связано с финансами или поступлением небольших финансов. Также и вы за это держите. Также это может быть касаться того, что вы не чувствуете себя где-то устойчиво в своей жизни. И все это как бы от неудовлетворительности именно финансовым состоянием своим. Давайте посмотрим вам совет. Что нам на совет вам дадут карты? Смотрите в будущее, смотрите вперед. Да, вы что-то потеряли, возможно, за плечами у вас опыт потерь. За плечами вы многое прошли в своей жизни, но вы смотрите в будущее. Вам будет дано новое направление, которое возродит вас где-то к жизни, которое даст вам новую энергию. Вам самое главное, нужно понимать, что вы хотите из этой ситуации, из этой энергетики выйти, да, осознавать это нужно. И карты говорят, у вас всегда есть возможность пойти в каком-то другом направлении, пойти в созидательном направлении, в новые горизонты, да. Вот так обратите внимание, пойти туда, где вы будете чувствовать себя
спокойно, спокойно и гармонично. Подумайте о чем-то хорошем в своей жизни. Так, давайте посмотрим другие люди, что нам карты покажут по поводу других людей, которые тоже сейчас колеблются. Какие-то люди ничего не делают, и тоже есть определенные проблемы с финансами, где человек не может выбрать, да, куда ему лучше пойти, в какую сторону, что для него более ценно. Вот вас окружают, может быть, такие люди, которые вам тоже не дают определенного гармоничного состояния вашей жизни. Ну, давайте посмотрим, на что надеяться вам можно. Карты говорят, вы можете надеяться на то, что ваши переживания и страхи уйдут. То есть то, что вас где-то, вы чего-то боялись, и связано это может быть с финансами, эти страхи уйдут. Надейтесь на то, что у вас все получится, что вы обязательно вырастите вот такой куст с монетами, да. Самое главное, конечно, здесь вот видите, карты показывают, что новое начало вас ждет именно в том, чтобы вы перестали беспокоиться о деньгах, начинали идти в новый путь и начинали, может быть, даже в новые какие-то возможности идти, да, и потихоньку наращивать свои ценности. Ну что ж, давайте посмотрим итог. В итоге, что вас ждет? В итоге карты говорят о том, что у вас будет новый уровень в отношениях, может быть, с какой-то женщиной, которая вам препятствовала где-то, или которая вам завидовала, может быть, с ней. А может, эта карта говорят о том, что в вашей любви будет какая-то королева жезлов, она, по-моему, выскакивала уже в начале расклада, которая того и гляди будет ставить палки в колеса. Ну, еще не хочу карту взять, но здесь карты показывают, что исцеление будет, что вам не повредит то, что другие люди будут на вас влиять негативной своей энергетики, потому что, контролируя эмоции, вы станете магом. Здесь вам показан новый путь, где вы будете управлять всеми стихиями. А все стихии, еще раз напоминаю, это пентакли, отвечающие за денег или материальные ценности, вода, которая отвечает за эмоции, мечи — это разум, это логический ум, где-то его тоже нужно применять, и земля, так, не земля, а какой огненная стихия, да, это жезлы, это ваша энергия. И обладая вот этими всеми 4 стихиями, вы начинаете новый путь в образе мага. То есть здесь вам показано то, что вот это эмоциональное состояние вам нужно под контроль взять, и потом уже вы пойдете, вот видите, вначале дурак, нулевой уровень, потом после всего, что вы пройдете, станете магом уже. И потом пойдете все выше и выше и выше. Все мудрее, мудрее, мудрее будете. Вот такой расклад. Я надеюсь, кто хотел понять, он меня обязательно понял. Поэтому вы добьетесь всего, чего хотите, если будете вот таким магом, который может своим сознанием усмирять все свои эмоции, да, правильно распоряжаться энергией финансов или других ценностей. Но ценности всегда должны быть светлыми для того, чтобы высшие силы и энергия светлых сил вам помогала. Вот таким вот образом. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии и всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.